say genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересные динамические наушники от компании Big-Wizzy. Приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением. Здесь имеется небольшой логотип компании, и эта новинка получила название Cloud, что переводится как облако. А сзади тут указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает динамический излучатель диаметром 10 мм и пассивный драйвер диаметром 6,8 мм. Чувствительность составляет 110 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Органайзер с набором амбушюр, атмосферные и референсные. Одна пара пенных амбушюр. Мануал по использованию и сертификат качества с датой производства моих наушников. Щеточка для чистки наушников. Хороший двухжильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4,4 джек. Но вы можете приобрести кабель с обычным 3,5 либо балансным 2,5, если вам это необходимо. Отличный кейс для хранения наушников. И вот они сами наушники, выполнены полностью из алюминиевого сплава в черной расцветке с синей окантовкой. Но вы также можете выбрать их в бирюзовой расцветке, если она вам, конечно, нравится больше. Но, как по мне, в черном выглядят более по-мужски, солидно и строго, но при этом очень утонченно, так как форма корпуса тут довольно миниатюрна и привлекательна. Здесь же находится стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля. А тут имеется надпись Big-Wizzy и Cloud на правом наушнике. А на внутренней части расположилось отверстие для компенсации и маркировка правого и левого канала. Звуковод тут металлический, с очень хорошим таким бортиком для лучшей фиксации амбушюр и дополнительной черной сеточкой сверху. И стоит похвалить посадку. Наверное, это одни из самых удобных наушников за последнее время, что я использовал, так как сидят в ушах они максимально плотно и при этом глубоко, да так, что почти не торчат из моего уха. Вот за это прям респект. Очень удачная форма наушников, и мне подошли они идеально. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников Big-Wizzy Cloud. И я бы хотел сразу начать с того, что при их первом прослушивании я заметил очень знакомый, более светлый и детальный легкий тон подачи, который я встречал в наушниках Big-Wizzy Wind, только у них дополнительно использовался костный излучатель. И как вы видите на графике, вносить что-то новое в тюнинг наушников Cloud не стали. По сути, это один и тот же тюнинг и тональность, и все акценты на средних и высоких частотах здесь расставлены практически идентично. Разве что низких частот у Wind было чуть побольше. Клауды же звучат более легковесно и не так басовито, а в области верхней середины они будут чуть поэнергичнее. Впрочем, и высокие частоты здесь более прозрачные и воздушные, что, как по мне, огромный плюс для тех, кому этого не хватало в Wind'ах. А такие отзывы я встречал, но давайте поговорим обо всем по порядку. Низкие частоты здесь подаются очень легко и непринужденно и максимально подконтрольно. Бас тут очень текстурный, достаточно быстрый и прозрачный, поэтому слышимостью дисторшена у гитар и сатурации здесь полный порядок. Но, конечно, усиление низких частот 5 дБ тут явно выполнено не для басхедов. То есть ожидать здесь огромную и убойную полку баса, которая буквально снесет вас с ног, явно не стоит. Это уже к другим наушникам. Например, Adonis New. Здесь же больше речь идет про качество, слоистость и глубину, не запредельную, но достаточную в большинстве музыкальных композиций, будь то это рок или какой-нибудь мощный быстрый техно-трек. Этот диапазон они отработают максимально четко и расчетливо на удар. А вот средние частоты тут подаются как очень энергичные, суперпрозрачные, с более холодным тоном, с классными переходными процессами у барабанных партий. Здесь также есть и необходимый сохраненный драйв, чтобы подача не была скучной или мониторной, а наоборот, более веселой и в некой степени взбудораживающей. То есть наушники вам явно не дадут уснуть, а лишь только скорее пробудят вас те самые настоящие эмоции, за которыми
Многие как раз и гонятся, перебирая различные наушники и прослушивая разные треки. И с этими наушниками вы определенно, ребята, не соскучитесь, так как мне нравится, как тут подается вокал, открыто, с хорошим таким разрешением и реально широким по построению и восприятию образом. Да и инструменты очень классно в виде некой подложки под вокал заполняют очень широкое и объемное звуковое пространство, где ничего от вас совершенно не прячется. И в этих наушниках реально можно очень четко понять, что, где и откуда играет, так как они действительно дают вам эту возможность. Нету тут никакой скомканной и зажатой узкой стереопанорамы, наоборот же это очень такая раскрепощенная стена звука, которая только и хочет вас укутать в этот необъятный музыкальный мир. А вот высокие частоты здесь то, что доктор прописал. Они детальные, достаточно продолжительные, супертехничные и остренькие на атаку. Тарелочки тут прямо раскрываются во всей красе, с крутыми послезвучиями, шлейфами от реверберации и всей вот этой, что я называю, хирургической и аналитической стороной, где вы буквально при прослушивании музыки без какого-либо напряжения можете всю композицию разобрать по полной программе. И это действительно круто. И очень часто меня спрашивают про наушники именно с такой возможностью, то вот, ребята, у нас появилась новая модель Bequeezy Cloud, которая действительно хорошо себя показывает с этой стороны. И любители именно такого сверхвдумчивого и разборчивого прослушивания наверняка будут довольны. Да и что уж там, я и сам порой люблю проводить такие музыкальные сеансы. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Bequeezy Cloud — это очень привлекательные и удобные наушники с детальным и техничным, поистине аудиофильским звучанием, с легкой и неутомительной подачей, которая точно зайдет любителям проанализировать музыку. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.